Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас сразу три шикарных, быстрых, но при этом очень вкусных рецепта из доступной, очень полезной и вкусной капусты. Капуста может быть так себе, а может быть очень-очень вкусной. Все зависит от рецепта и метода ее приготовления. Сегодня мы будем готовить капусту тремя разными методами. Но все они очень простые. Итак, первый метод, он настолько прост, что я просто не знаю, стоит ли вам его показывать, насколько он простой. Но при этом достаточно очень вкусная получается капуста. Ровно килограмм занимает вот эта вот кочерышечка. И что мы с вами делаем? Берем ножик, разрезаем ее прямо пополам. Вот так вот. Раз. Кочерышку не убираем, прямо режем по кочерышке. И нам надо каждую часть разрезать на 3 части ровно по кочерышке. Для чего мы не убираем кочерышку и почему нам надо разрезать именно по кочерышке? Все просто, друзья. Если бы мы выняли кочерышку, наша капуста, она просто бы рассыпалась. Вот, а нам надо максимально капуста, которая держит форму. Для чего, вы узнаете чуть-чуть позже. А пока мой котик Рыжик, мой любимый котик Рыжик, передает вам душевный привет. Вот мы разрезали на 6 частей килограммовую капусточку. И у нас уже 80% рецепта готово. Вот кажется, как так может быть, а так может быть. И что нам остается? Взять какую-то емкость и в нее немножечко сольки. Сольки я беру 1/3 чайной ложечки. Черного молотого перца 1/3 чайной ложечки. Паприка копченая, сладкая. Можете брать не копченую, но сладкую. Ложечка с горочкой. А если быть точнее, то 2 чайные ложечки. Чтобы так было проще. Прованские травы это по усмотрению, как вы хотите. Можете добавлять, можете нет, но пол чайной ложечки я добавляю. Можно и не добавлять. Очень хорошо в этом рецепте сыграет чеснок. Чесночок я беру именно сухой. Сухой чеснок очень хорошо раскрывается в этом рецепте. Поэтому я беру чайную ложечку сухого чесночка. И последний, предпоследний ингредиент. Вот я беру семена. Вот такие вот. Ароматные. Ах, как пахнет. Семена укропа, друзья. Далее мы все это хорошенько заливаем маслом. В моем случае не подсолнечное масло. Я уже не раз говорил на канале «Художник на кухне», на котором вы сейчас находитесь. Кстати, меня зовут Валера, кто не знает. Я художник. И в этом рецепте я вам покажу одну из своих новых картин, которую только вчера закончил. Подсолнечного масла, если вы подсолнечное масло используете, мы берем примерно 3-4 столовые ложки. Ну, достаточно нормально мы берем. В моем случае это горчичное масло. Оно при высоких температурах менее канцерогенно, гораздо менее канцерогенно, чем подсолнечное масло. И вот когда мы начинаем все это перемешивать, то вы, друзья, видите, какая у нас шикарная получается заправочка. Ну, просто насыщенный, ароматный, красивый цвет. Очень красивый. И все, что нам остается сделать, нам надо взять кулинарную кисть, освободить вилочку, отпустить на волю. И взять капусточку нашу
и хорошенько ее промазать. Вот прям видите, какой насыщенный, красивый цвет получается у нашей капусты. Эту я промазал и ее отставляю в стороночку. Кстати, если у вас не получается вот такая вот капуста, которая не крошится, если у вас отходят листики, вот как вот некоторые у меня отходят, что можно сделать? Элементарно, друзья. Берем зубочисточку и просто ее втыкаем. Даже половиночку зубочистки хватит сюда и половиночку сюда. Видите, ничего не отходит. Точно так же я поступлю и вот с этой штучкой. Вот видите, отошло несколько листов. Ну, достаточно много отошло. Все, что мы делаем, мы берем зубочистку, протыкаем до середины, обламываем и протыкаем еще раз. И у нас все с вами держится. Вот такая красота получается. Следующий промазик делаем. Вот такая красота. Ну, очень насыщенный цвет, очень приятный цвет. Но вкус, друзья, который соединится с капустой во всем этом деянии, будет, говорю, у меня уж слюна выделяется. Просто невозможно устоять от вот этого аромата и предвкушения, насколько будет вкусная капуста. А капуста — это один из самых доступных, полезных и вкусных продуктов, который не ведет к набору веса и прочего. Он, наоборот, очищает наше тело от токсинов, наполняет здоровьем, силой, и это очень вкусно, друзья. Впереди у нас еще ждут рецепты, а я вам хочу посоветовать вот эти два рецепта. Они очень шикарные. Они будут в описании, для вас оставлю, и после этого ролика вы также сможете их увидеть. У нас остается буквально два кусочка. Вот здесь тоже отходят. Берем, протыкаем до середины, палочку ломаем и вот так вот заделали. Готово. Промазываем все это прекрасное действие. Вот вы видите, пару минут прошло, а у нас уже килограмм вкусной капусты практически готов. О, запах, друзья, ну просто не передать. Я думаю, вот вы даже в комментариях некоторые можете написать, кто ощущает вот этот прям аромат. Аромат и предвкушение вкусной капусты. А мы ее будем готовить не просто так. Я отставляю ненужное нам. Обязательно вытираю ручки. Люблю чистоту на кухне. И далее, что мы берем? Это сюда. Я беру противень. Вот такую вот красоту. Раз. Но мы запекаем не в противне, а чтобы капуста дала максимальный сок, сохранила максимальный сок, мы будем запекать в рукаве. Поэтому я беру рукав и туда помещаю вот эту всю красоту. Вот так. И как раз у нас на один противень все прекрасно помещается. Вытираю ручки опять от капусточки. И нам остается только завязать наш
рукав для выпекания. Важное замечание, друзья. Рукав мы не протыкаем. Не протыкаем ни в коем разе. Надо, чтобы все внутри хорошенько пропиталось. Рукав завязывается. Сейчас как-то тут надо найти. И контакт. Второй раз. Друзья, у нас уже все готово к запеканию. Первый рецепт уже готов. И я его ставлю в духовой шкаф на 180 градусов. Но есть одно уточнение. У меня будет верхний и нижний нагрев без конвекции. Обычная печь, духовой шкаф обычный. И что важно, пакет будет надуваться. Он станет большим, вот поскольку мы его не протыкаем. И чтобы он не соприкасался с верхними нагревательными элементами, вы ставьте примерно посередине. Учитывайте, что пакет надуется. Вот, я отправляю при 180 градусов, как я сказал, примерно на час. А это мои любимчики. Тигра и Аватар. Я их люблю не менее, чем Рыжика. Прошел ровно час. И мы уже имеем готовое блюдо. Но, повторюсь, надо быть крайне осторожным, поскольку здесь находится еще очень достаточно такой жесткий пар. Чтобы не обжечься, надо соблюдать меры предосторожности. Вот видите, сразу пар пошел такой. Ох, ой-ой-ой-ой, какой агрессивный пар. Ой, а запах какой. Это что-то с чем-то. Избавляюсь от мешочка. Он нам уже не нужен. Так. И вот здесь бы еще вот так тоже оголить нашу прекрасную красоту. Вы посмотрите, какая красота, какой идет пар. Насколько оно красиво выглядит. И вот сейчас я возьму и вот просто выложу это блюдо на вот эту емкость, пару кусочков, чтобы вам показать, насколько оно аппетитное, насколько оно сочное получилось. А запах идет, а оно какое оно шикарное. Столько сока в нем. Я вам покажу, сколько сока. Вот видите, оно сейчас прям, ох, шикарно. Интересно почитать в комментариях, кто вам понравился больше, котик или песики. Друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Все пропеклось, запеклось. Очень, смотрите, разваристо все получилось, сочное. Много-много-много сока внутри. Вот вы видите, прям сколько сока выделяет эта капуста. Прям сок струится. А сейчас мы ее попробуем, как она вот так вот отделяется. Очень хорошо отделяется. Посмотрите, друзья, насколько выглядит замечательно. Готовилась она в духовом шкафу ровно час. Первые 30 минут при 180 градусах, остальные при 160 градусов. Вот это вкуснятина. Крайне рекомендую.